Привет, это подкаст «Нация». Здесь мы разбираем горячие темы дня и собираем нацию думающих людей. Погнали! Сегодня и про снижение ключевой ставки в России до 17%, что стоит за этим решением и какие риски несет. Также назначение на пост вице-президента Индии нового человека и возможные политические события у этого действия. Риторика Дональда Трампа после убийства Чарли Кирка, символизм, призывы и общественный резонанс. И финальный небесный аккорд 25 года, солнечное затмение 21 сентября, научные факты, культурные смыслы и последствия для общества. А также вирусные модные истории, образы Нью-Йоркской недели моды и культурный резонанс вокруг них. Разбираем, зачем это все волнует людей и какие вопросы поднимает. Начинаем с ключевой ставки. Что же произошло? То, что Банк России принял решение понизить ключевую ставку с 18% до 17% годовых, что стало третьим снижением в этом году. Это шаг, который был воспринят осторожно, многие аналитики ожидали более агрессивного снижения. Центральный банк объяснил, что рассматривает две опции – снижение на 1% или сохранение текущей ставки. В итоге выбрал промежуточный вариант, аргументируя это необходимостью дождаться последствий предыдущих решений и пояснить бюджетную политику. Вывод для подкаста «Нация». Снижение ставки – это попытка облегчить условия кредитования и стимулировать экономику, но оно одновременно отражает осторожность регулятора перед лицом инфляционных рисков и возможной девальвации рубля. Это не волшебная таблетка, скорее признак того, что Центробанк балансирует на тонкой грани между стимулом роста и опасением инфляции. Что важно при этом держать в уме? То, что более низкие ставки могут дать импульс потребительским кредитам, но при слабом рубле и высокой инфляции эффект может быть нивелирован. При ослаблении рубля импортные цены, особенно на продукты и энергию, могут сыграть против населения. Ключевой вопрос – могут ли банки предложить более доступные кредиты и как быстро снизятся ставки по ипотеке и автокредиты. Наконец, многое зависит от бюджетной политики. Если расходы государства увеличатся, эффект от снижения ставки может быть съеден бюджетным дефицитом. Ну а теперь переключаемся на Индию и рассмотрим, чем пахнет смена вице-президента. Что же произошло? 12 сентября официально принял присягу новый премьер-министр как 15-й вице-президент Индии и председатель Раджья Сабхи. До этого он занимался губернаторскими и парламентскими должностями, а также представлял округ Коимбатура в Нижней палате парламента. Его избрание было результатом голосования 9 сентября, где он получил 452 голоса против 300 у своего основного конкурента. Вывод для подкаста «Нация» – это не просто кадровая перестановка. Выбор данного кандидата показывает усилившееся влияние партии BJP в Индии, а его роль как председателя Раджья Сабхи может оказаться стратегически важной в спорных законодательных и конституционных вопросах. Вице-президентская роль часто носит символический характер, но в условиях политического кризиса или надежной парламентской игры она может стать ключевой. Что важно при этом держать в уме? То, что роль вице-президента как председателя Верхней палаты парламента может оказаться критичной в спорах и конфликтах. Назначение данного кандидата – это сигнал о стабильности и линия на дальнейшее укрепление власти этой партии, но оппозиция уже готовит свои возражения. Чем активнее становится Раджья Сабха, тем больше вопросов вызывает влияние вице-президента на процессы реформ и кризисный сценарий. Это назначение интересно не только как политический символ, но и как возможный индикатор будущих законодательных маневров. Перейдем из Индии к США и посмотрим, как там обрабатывают события после убийства Чарли Кирка. Реакция Дональда Трампа на убийство Чарли Кирка. Что произошло? А то, что после убийства Чарли Кирка Дональд Трамп призвал его сторонников отвечать мирно и сообщил, что Кирк будет посмертно награжден медалью свободы. Тем не менее, в рядах его поддерживающих звучат и более резкие заявления, включая призывы к мощному ответу, что вновь разожгло дискуссию о политическом насилии, свободе слова и роли активистов в обществе. Выводы для зрителей и слушателей подкаста «Нация». Реакция на трагедию Кирка показывает, насколько события такого рода становятся ареной для политических и идеологических способов. Они поднимают не только вопрос о свободе слова, но и тему того, кто несет ответственность за публичную жизнь и как общество реагирует на трагедии.
Это напоминание, что публичные события и трагедии становятся краеугольными камнями для формирования дискурсов и мобилизации общества. Что при этом важно держать в уме, а то, что символические жесты, медали, звания здесь не просто выражение памяти, они становятся элементом политических нарративов и инструментом мобилизации того же общества. Убийство активиста ставит вопрос: могут ли публичные выступления превращаться в риск, и есть ли защита для людей, занимающихся политическим активизмом? Важно внимательно следить за тем, как разные стороны интерпретируют трагедию. Это влияет и на то, как формируется общественное представление о безопасности и о праве на публичный голос и ответственности. Этот кейс наглядно демонстрирует, что медийная реакция часто задает тон для судебных, политических и общественных процессов. От политики к моде. Нью-Йоркская неделя моды показывает, как выглядят культурные тренды и почему она сегодня вызывает столько разговоров. Нью-Йоркская неделя моды, культура, стиль и смыслы. Что происходит прямо сейчас? Нью-Йоркская неделя моды 2025 года – это больше, чем просто дефиле. Это культурная арена, где знаменитости, дизайнеры и медиа создают визуальные рассказы и социальные высказывания. Образы Марты Стюарт, Селмы Блэр и других участников породили волны обсуждений. От ностальгических ретро-ноток до откровенных стилей, вызывающих неоднозначные реакции. Некоторые участники используют моду как форму протеста, другие как личный манифест. Соцсети при этом активно обсуждают, как знаменитости через одежду строят нарративы о возрасте, свободе, феминизме и публичной идентичности. Выводы для подкастонации. Мода – это язык, а Нью-Йоркская неделя моды сейчас – это одна из форм публичного высказывания. Образы, которые люди создают на подиуме и за его пределами, часто говорят больше, чем слова. Они становятся инструментом культурных дискуссов, формой памяти и заявлением о собственном времени. Нация думающих считает, что мода сегодня одна из важных арен публичных смыслов. Ее стоит читать как текст о времени, обществе и будущем. Что важно держать в уме? Наряды знаменитостей – это не просто эстетика, это социальные тексты. Обсуждение Нью-Йоркской недели моды – это не только о том, что модно, но и о том, кто говорит, что носить и почему это вызывает дискуссию. В эпоху мемов и визуального контента одежда может стать символом протеста, ностальгии или личного высказывания. От Нью-Йоркской недели моды стоит ждать не просто трендов одежды, а сигналы о культурных изменениях и общественных запросах. И в завершающий аккорд – небесное событие, которое снова заставляет нас поднимать глаза вверх и искать смысл. Солнечное затмение 21 сентября 2021 года. Финальный небесный аккорд. Что же произойдет? 21 сентября ожидается частичное солнечное затмение, когда Луна закроет часть Солнца. Это будет последний солнечный аккорд 2025 года, который совпадет с осенним равноденствием. Но его, к сожалению, увидят только преимущественно жители южного полушария – Австралии, Новой Зеландии, части Тихого океана и Антарктиды. В других регионах, включая большую часть Индии, Европы и Северной Америки, затмения видно не будет, но многие наблюдать смогут его онлайн. Выводы для подкаста нации. Затмение – это не просто научный феномен, но и повод для рефлексии. Люди чаще всего ищут в небесных событиях символы перемен, прекращения циклов и начала новых эпох. Даже если затмение не видно в большинстве регионов, идея небесного предназнаменования вновь становится предметом обсуждений. Подкастонация считает, важно анализировать не только физическое явление, но и то, как мы его с вами интерпретируем. Что при этом важно держать в уме? Смотреть на Солнце без защиты, во-первых, это опасно. Даже при частичном затмении никогда не стоит смотреть прямо на диск Солнца. Также частичные солнечные затмения не превращают день в ночь, но все равно производят визуальный эффект, особенно на рассвете или же на закате. В культурных и религиозных контекстах такие события часто ассоциировались с трансформацией, предупреждением или концом цикла. Это еще один пример того, как небесные явления могут стать триггерами смысла и вызвать обсуждение о будущем, времени и о судьбе. От небес к итогам. Давайте соберем все сегодняшние темы и подумаем, что они говорят о нас и о будущем. Снижение ключевых ставок, смена политических фигур, модные высказывания и небесные затмения – все это разные пласты одного разговора, как люди ищут смысл, порядок и направление в мире, где глобальные события пересекаются и формируют наше восприятие. А для нации думающих важно уметь видеть, как эти пласты взаимодействуют. Экономические сигналы
политические назначения, культурные коды и природные явления. Не просто фиксировать события, а понимать нарративы, реакции и возможные трансформации. Именно поэтому каждый зритель или слушатель, независимо от нации, должен размышлять над тем, что происходит, как это влияет на их жизнь и будущее. Спасибо, граждане. Подписка, колокол, комментарий. Вступайте в нацию думающих людей и думайте громко, но спорьте аргументами. Вы уже граждане подкаста нации.